Всем привет! Поймал для обзорчика вам машинку очень приятную. Вы просили тазы, вы просили не показывать те тазы, которые уже кто-то когда-то снимал из блогеров. Поэтому экспромтом по Шурику быстро поймал эту машину и решили заснять обзор. Знаете, посмотрел на машину, и вот как-то сразу она мне запала, и захотелось, во-первых, и мне сейчас узнать о ней много нового, и я думаю, вам будет также самое интересно услышать, что по этой машине. Сразу скажу, насчет своего внешнего вида, если где-то что-то там грязное, замызганное, я извиняюсь. Мы только с Широкого, у нас сегодня было мероприятие, вы это видели в прошлом ролике. Поэтому сразу оттуда прилетели быстро сюда. Сейчас уже у нас там, не знаю, 11, где-то 11 вечера, да? 11 примерно, да, где-то 11 вечера. Сейчас будем снимать эту машину. Ну, все для вас, стараемся, работаем круглосуточно. Так, ну мы позовем сейчас владельца автомобиля и с ним уже будем конкретно разговаривать по техническим характеристикам, по поводу истории этой машины. Ну, а я буду, возможно, дополнять уже в процессе нашего с ним диалога. Мишаня, только сегодня познакомились. Добрый день. Привет, Мишань. Рассказывай по поводу машины. История, как она тебе досталась, почему именно Жигули, почему именно классика. Как ты до такого дошел, скажем так? Значит, автомобиль приобрел я в 2014 году, 78 года рождения. Он покупал ее в стоке, буквально была только одна дверь битая, крашена, брал ее, ну, как и все нормальные машины, которые берутся. Был дедушка, вот, внук продавал мне машину. Внук мне продал машину, соответственно, изначально уже бралась машина под определенный проект. Проект мы хотели собрать чисто, чтобы она была под оригинал, ничего снаружи, чтобы не было никаких выделений, но при этом, чтобы машина более-менее хорошо ехала. Городской автомобиль. Да, просто городской вариант, то есть не под спорт, ее не под дрифт, там, не под это. Когда начали собирать проект, собирался проект по одной детали, где-то с 2014 до 2015 года, я просто по запчасти покупал. Вот, собирали, мы надеялись на одно, но у меня как бы поменялся мастер, у нас в Мариуполе есть Василий, который занимается непосредственно тюнячками, очень хорошо делает эти автомобили. Мне изначально говорит: Миш, не собирай никакую атмосферу, давай сразу турбик, потому что тебе будет мало. Закупил определенные запчасти, которые я видел, которые я бы хотел сюда поставить с каких-либо иномарок, и после этого тогда у меня уже человек собрал, ну да, понятно, что поправил меня в кое-каких вещах, да, там посоветовал, что получше, но уже как бы проект собранный полностью по... Ну, все задумки были лично твои. То есть все, как ты видел, да, лично да. Ты все, ну, как видел всю эту картину, так да. Ты воплощал ее в жизнь. Да. Молодец, красава. Единственное, как бы я в чем меня поправили, это то, что я поставил 86-й подъем коленвала. 86-й или 84-й? 86-й, шейка коленвала, да. Я проездил на нем 2-3 тысячи километров, мне сказали: снимай, потому что, не вариант. Двигатель совсем... 86-е колено, это с чего колено? Это делают у нас по заказу с России. Да. Ну, российская Россия. Это 84-е, это Надеждовская, да, Шнивовская. Да. А сейчас 84-й стоит. А, сейчас вот это получается 1.8. Да, объем 1.8. Что, погнали под капот? Что у нас под капотом? Мой любимый восьмиклоп. Опять же, вернусь к тому, что я восьмиклопы люблю. Когда открывается капот и стоит просто восьмиклоп, для меня это, знаете, как это с небес благодать, скажем так. Ну а теперь давай более подробно. Турбина, да, ТД-04, насколько я вижу. Да. Малышка вообще, да? Да, ТД-04, зашитая на какое давление? Зашита на 0,9. 0,9 давление на механическом буст-контроллере, да?
Газовая установка, да? Газовая установка стоит. Ну, это как бы, это вариант же городской, как бы мы не строили, соответственно. Евро 4 Евро, стоит, да, да, до 3000 оборотов она ездит на газу в городском режиме спокойно, 9 литров на сотку на 100 километров. Турбина крутит с 3200, 3300, поэтому она вообще даже не цепляет, не хватает. Лов Китай, да? Китай, да, Обычная HKS, HKS Китай. Погнали по мотору. Коленвал, насколько я уже от тебя услышал, 84-й, да. Поршня 82-е, да, получается? 82-е, да, стоят с Нивой. Ну, нивовские, обычные заводские 82-е поршня. Объем 1,8 получается. Шатуны короткие, бэховские, такого, с 520. Шатуны с BMW, ну, потому что колено 84, да. По низу, в принципе, все, да? Да. Никаких там не усилений. Нету, ну, это В принципе, в городской машине это и не надо. форсунки у меня стоят субаровские. Субаровские какие цвет? Синие. Синие 565-е, да? Да, пенована. Вот. Ну, соответственно, тоже человек мне как бы посоветовал, соответственно, я действовал совету. Где переходники брал? Честно, он занимался, обманывать не буду. Значит, по топливному стоит насос, по-моему, АМ. АМ, да. АМ. Тоже он заказывал, как бы обманывать не буду где, не знаю как ставил, это все он занимался. В этом я как бы чуть-чуть не силен. И потопливный регулятор давления, да, у тебя стоит? Да, регулятор давления. Почему? Потому что, как ты говоришь, я не хочу останавливаться. У меня сразу это была первая турбина, я хотел ее поставить, просто приездиться, посмотреть, как она будет ехать. И в планах было поставить или Гаррет какой-нибудь, ну, серьезный, более посерьезнее турбину. Поэтому, соответственно, посоветовали поставить сразу же регулятор давления, который более-менее будет Ну, на регулировать. будущее. На будущее, Ты да. планируешь турбину менять здесь, да? Я, если честно, планировал ее очень давно поменять, но пока мне хватает, я остановился на этом. В принципе, если уже что-то менять с турбиной, тогда мне уже, соответственно, другие комплектующие в кузове надо переделывать. Поэтому пока я езжу. По голове. По голове Вау. 780 ОКБ двигатель стоит, но это еще изначально, когда мы проект собирали. На этот я его также и оставил, как бы он ездит, я полностью доволен. Я тоже на 780-м ездил в свое время, поэтому, в принципе, из тюнинг, скажем так, валов, это самый такой оптимальный вариант. Да, То есть согласен. и не спорт, и не какой-то там самый начальный, скажем так. Ну, то есть это, хотя это, в принципе, один из последних в линейке тюнинг валов. То есть это уже приближенный к спорту, скажем так. Там фаза под 300, да, 293, по-моему. Я фазу могу, не знаю. я могу сейчас ошибаться, но там под 300 фаза у него, поэтому и подъем 11,7, по-моему. Ну, это насколько я помню, да. Клапана. Клапана стоят облегченные, честно, вот обманывать не буду, по клапанам не помню. Это человек собирал, вот именно по голове, разработка головы, мой только был распредвал, человек мне уже делал голову, растачивал, соответственно, ставил клапана. Но я думаю, там жигулевские клапаны обычные, только облегченные, может быть. Ну, никакие не увеличенные, просто Не, сток облегченный, возможно, то, что не Т-образный. увеличено, Да, я понял. То, что не увеличено. Каналы распилены, все, Да. все как у всех, все Да. как обычно, да, ничего тут особенного В нет. принципе, для турбика там и ничего не По цепи обычная двухрядная или однорядная цепь? Двухрядная. Двухрядная Да. цепь. Но мы не рисканули, конечно, ставить. Все равно как бы хочется больше. Не рискнуть. рисканули что? Ну, как бы говорят, что она же там меньше выдерживает. То однорядная? Ну да. Это неправда. Всё. Наоборот, на однорядное даже давление масла поднимается. Чем, кстати, болеет, одна из болячек классического мотора, это слабое давление масла на холостых. Так вот, при однорядной цепи давление на холостых повышается. Ну, это, в принципе, знают все, это, я думаю, рассказывать нет смысла. Выхлоп. Выхлоп мы делали сами, варили. Прямоточная труба 73, да? 73. Банка СААП. Я понял. По системе охлаждения. По системе охлаждения радиатор десяточный стоит. Перед ним стоит интеркулер, соответственно, спрятанный, как оно было, в принципе, в проекте. Стоит заводик. Да, как бы стоит один вентилятор, которого не хватает. Сейчас как бы вот заказал буквально вчера заказал нивовский вентилятор, хочу поставить. Радиатор обычный, да, алюминиевый, не Да, паянный, 10. просто алюминиевый. Обычный нулевик, да, и я так понял, фару удалили для забора холодного воздуха. Ну как правильно? нет, если честно, как бы я не собирался ее удалять, изначально в планах у меня не было. Патрубки выходят с интеркулера фару, и у меня не было возможности установить фару. Хотя уже предполагаю и хочу уже сюда диодную хотя бы одну фару поставить.
Но здесь уже не буду убирать, потому что все же она помогает реально, как бы посасывает Не, ну воздух, конечно, да. это и Да. подсасывает и обдуваемость. Ну, это в принципе, опять же, такой стандартный ход на, вот, кстати, на тройке, на шестерке легче в этом плане, чем на той же копейке. Тут он 2 фары удалил, все, и у тебя хотя бы какие-то фары остались. Да. В копье надо выкинуть, как бы, пожертвовать фарой. Масляный радиатор, смотрю, вынесен, да, у тебя? Да, масляный радиатор вынесен, хоть и не хотелось бы, как бы, менять эстетику автомобиля, но пришлось. Заставили, да? Да, пришлось в любом случае выносить, под капот его не было, как бы, ну, вариантов не было засовывать, потому что реально без него мне машина грелась, почему я его сразу только выехал, на второй день поставил. Ну и хотелось максимально его спрятать, чтобы его максимально видно не было. По мозгам, мозги какие-то. 7.2, Январь 7.2. Настраивал настройщик, который, соответственно, Василий у нас один-единственный, наверное, талантливый человек в городе, который всем настраивает автомобили, который действительно едет и ладу дает. Ты доволен? Я вообще в восторге. Настройщику привет, молодец. Ты на машине часто наваливаешь, да? Я как по возможности по городу постоянно. Ну и на гонки у вас же там по-любому. Не, да, гонки ну какие-то есть. в пределах Мариуполя, да, по возможности как бы выезжаем, ездим, катаемся, конечно, гоняем, ну, как бы частенько. Ну и машина ездит, живет. Ну, соответственно, настройщик, я думаю, сделал все, что от него зависело, правильно. Не, ну главное, Потому чтобы что- тоже была голова на плечах, то дело такое. Нет, а то все понятно, но просто от настройщика тоже очень многое зависит. Как там в фильме говорилось, одно дело пхать под капот все железяки, а другое дело понимать, как они работают. Я, конечно, мог сейчас неправильно чуть эту фразу. Вы там в комментах потом, да, я знаю, напишите, что я там неправильно ее употребил, но вы поняли, о чем суть. Еще меня интересует вопрос насчет ремня. Ремень стоит обычный, да, я Да, так понимаю? обычный. Обычный, одноручейковый, не слетает, Нет. все нормально? Мотор крутится, Да. сечка у меня 7,5 тысяч, я его кручу до 7 тысяч, и ну, проблематики у меня с ремнем не было. Давай теперь по трансмиссии поговорим. Какая коробка? Значит, коробка стоит обычная классическая, пятиступенчатая, с рядом R1. Ну, R1 переделанная на пятиступку, добавили пятую передачу. Да. Редуктор. Редуктор стоит троечный, ничего еще не менялось, но я жду уже, пока он доедет. Вольвовский мост у меня полностью в сборе с дисковыми тормозами лежит в гараже. Я уже хочу просто добить этот мост там, и уже буду определенно ставить Вольвовский мост. Я понял. Жигулевский не на блокировке, обычный дифференциал, не заварка, ничего. Не. То есть вы поняли, 1.8 двигатель на турбине TD04, трансмиссия, шестая коробка и троечный редуктор. Время мерил машины? 14,5. 14,5, 14,6 при надуве 1,3, 1,2. Ну, перенадувал. И на 0,9 не мерился, обманывать не буду. Где-то 14,5 я ехал, где-то 1,3 надув у меня был. Это на обычной гражданской резине и без блокировки? На 14 дисках. Это у меня 16 диск, Не, на 14 я понял. Резина гражданская, это Гражданская, же не полуслик, Тоя. ничего. Не. Тоя вот это Проксис. А, ты 1R, типа? Да, что-то такое. то, Но что это не такая слики. полуёлочка, я да, понял. да. То есть на двигателе 1.8 с шестой коробкой и троечным редуктором, время 14,5 без блокировки на обычном дифференциале и на обычном колесе. В принципе, я думаю, результат неплохой. Давай по внешке, да, пройдемся. Диски. Диски Борбит R16 35 профиль. Ну, как бы, чуть-чуть жестковато. Но, на самом деле, машина смотрится так, как я мечтал. Диски всегда украшают автомобиль. Да. Было максимальное желание сделать ее чисто оригинальную машину, без добавления там спойлеров, просто гражданская, красивая тройка. Со всеми Ну, молдингами и диски, так диски далее. ей, конечно, Видона дают очень Да. порядочно. Эти дисковые движения мне вообще очень нравятся. И они в продаже, да, насколько я Да, понимаю? я хочу их продать, поскольку хочу взять меньше радиус, потому что как бы у вас здесь в Запорожье более-менее, дороги у нас в Мариуполе очень плохие дороги. Что, серьезно? У нас лучше дороги, Да. чем у вас, да? Поэтому как бы здесь еще можно у вас покататься по городу, а у нас как бы на самом деле очень... То ты не во всех Не- местах города А, не, ну, был. может, ну, По на центру самом деле, проехались. Просто пока не сами новые более-менее, они не варились ровно. И не хочу их просто добить, жалко купить. Цену будешь озвучивать, сколько ты за Да нее нет, хочешь? GLX человек, посмотря на мою машину выложена. А, ты и машину продаешь? Не-не-не, машину не продаю. А, ты В продаешь, смысле, показываешь, как на машине Да, как смотрятся они эти смотрятся, диски. да. Я понял. Ну, я оставлю ссылку могу ссылку на OLX оставить с дисками и оставлю Инстаграм твой, да? А, Если ну. что, будете задавать вопросы, вот Мише напрямую. В общем, что тут еще по внешне можно рассказать?
Спереди стандартные стекла, сзади стандартные стекла. Никаких сплошных, Нет, все по заводу. Спереди стекла я поставил, оставил стандартные. Почему? Потому что у меня стоят в дверях динамики 20-ки. У меня стекло опускается, как бы, чтобы не задевать. У меня, я изначально хотел музыку, но хотел музыку, чтобы играла спереди. Не сзади, а спереди. И опять же сохранил Да. заводской вид. Это одно из... Эти хромированные тоже молдинги, Да. они все придали ей такого же самого вида. Поэтому, в принципе, они не портят эту машину. И зато кондиционер есть. Можешь на ходу открыть и будет тебе счастье. По задней части тоже, ну, все сток. В принципе, да. Тут, Единственное, там диодные стоят фонари по кругу. ну, платы То есть, диодные. Да, не платы. Просто я делал ленточку аккуратненько круглую, знаешь, А. как это, наверное, марка. И все. Ну и 3D номера, соответственно. Я всегда об этом мечтал. И мне не очень. А я не знаю, как я, если честно, к этому. Вот тут не могу я еще понять, нравятся мне эти 3D номера или нет. Кстати, Не, ну, вот это на любителей. кстати, с флагом они вот, ну, я у нас в городе просто видел, в основном понял, синей вот этой новой полоской. Да, а вот флагом даже и ничего вроде как. Но я не могу для себя еще определиться, нравятся они мне или нет. По тормозам, по подвеске. Спереди тормоза. Тормоза обычные, я ничего по тормозам не делаю. Обычные классические стоят 13-е. Не вентилируемые. Не вентилируемые. Диски ничего. не надоело диски менять тормозные? Нет, пока все в порядке, ну, понятно, что в будущем в плане, но уже хочется доездить. В принципе, я там не то, что там летаю, где-то в Драго выехать, прокатнуться, их практически хватает, там раз-два проехать по кругу, и все, я все, ну, жду, пока миссия она остынет, я так сильно не наваливаю на ней. А по городу, конечно, да, ну, не хватает, но буду делать. Так, ну еще что по внешечке хотелось бы добавить, это замки капота. Тут капот аллигатор, как вы увидели, поэтому D1, да, замочки не обошли стороной эту машину. Я так думаю, открывался, да, наверное? Не обошлись, это, не хотелось портить эстетику. 2 раза у меня капот открылся. Первый раз я крышу помыл, второй раз разбил стекло, но уже потом я уже понял, что безвыходный вариант. Они, по сути, сильно в глаза и не бросаются. То есть они действительно нормально тут смотрятся. Поэтому, кстати, не добавили петли, с чего стоят. Петли с Volkswagen B5 с багажником. Багажник, да. Ну, опять же, стандартная схема. Ну, там кто с бочки тулит и кто ваговские в основном эти петли ставят. Так, ну и по салону. Опять же, быстро пробежимся по салону. Сиденья у нас иномарочные. С чего, Мишань? Volkswagen CC. С фольцика сиденья. Такие полуковшики, да, можно их назвать, в принципе. Торпеда завод. Центральная часть тоже, я так понимаю, с иномарки, да, с какой-то? Тоже Volkswagen. Ну, был, видимо, Volkswagen. Сделали с Volkswagen. В принципе, что, по приборам, я думаю, можно зажигание включить. Приборы DEFI, кстати, точно такие же, как у меня. Такие же приборы, только не пищат. И это прикольно, наверное. Что у нас тут стоит? Температура масла, ЕГТ, температура выхлопных газов и давление масла. Буст, как многие на шестых торпедах, вместо часов. Ну и тахометр. Тахометр вместо. Это все остальные приборы заводские. По обшивкам дверей они в Алькантаре. 20-е динамики стоят, для того, чтобы можно было и музычку послушать. Ну, как бы машина городская, в принципе, скажем так, для собственного удовлетворения. И вот это вот очень мне, кстати, зашло и очень понравилось. Потому что я в свое время мутил ручки с тренажки. Ну, с 4-ки, с тренажки, то не важно. Тут это ручки с BMW, да, я так понимаю? Да, Да. BMW 530, 39-й кузов. Да, с 39-ки, ну, родные, очень знакомые, скажем так, ручки. А это рычаг, не рычаг, а ручка переключения таврическая, да, насколько я понимаю? Да. Ну да, судя по тому, что задняя вот там, а пятая внизу таврия. Ее не спутаешь ни с чем. Заднее сиденье родное, с подлокотником. В принципе, вот такой салон. Аккуратный, домашний, ничего лишнего. Все как-то вот, мне нравится. Замки у нас тоже стоковые, обычные заводские замки.
Я так понимаю, двери, да, все шумлено, вся машина, да, шумлена? Нет, только передние двери и пол. Двери и пол, потолок для наглядности. Как бы результат налицо. Закрываются, кстати, тоже порядочно. Вообще без проблем. Без проблем, все четко и не громко, скажем так. В общем, такой быстрый обзор у нас получился. Краткий, быстрый обзор экспромтом. Не получится у нас поездить вместе сегодня на этой машине по одной простой причине. Ребятам еще очень-очень долго ехать к себе домой, на родину, в свой город Мариуполь. Поэтому, не буду задерживать. Итак, вырвал. Спасибо огромнейшее за то, что выделили время. Показали действительно эту машину. Этой машины ни у кого на канале не было. Поэтому я сразу за нее так и цапнулся, скажем так. Я, кстати, смотрю, ты дзюдо, да, занимался? Да. Или занимаешься? Да, занимался, но сейчас любитель так чисто. Я в свое время тоже занимался дзюдо. А чё бросил? Да у меня 5 сотрясений, сейчас драться нельзя. Да ну нафиг ты. Что, драться нельзя что ли? Нельзя, ну вот поэтому я ствол таскаю. Молодец, красавчик, чё? А ты что, сам спортом занимаешься? Ну да, вот видишь же, приседания делают туда-сюда. Все, спасибо, Мишань, тебе Спасибо вам огромное. большое. Очень рад, что уделили внимание, что заметили. Да. Я очень рад, что уделили внимание мне. Точнее, выделили время для того, чтобы я уделил внимание им. Все, такой получился обзор. Спасибо огромное ребятам. Городу Мариуполь привет. Будут интересные машины. Поснимаем без проблем. Все, спасибо огромное. Пожелаем счастливого пути Мише и его друзьям. Команде. Всё, да. До новых встреч, пока. Спасибо.